Приветствую вас на канале Техревизор. Присматриваете беспроводные игровые наушники, но теряетесь в большом ассортименте на маркетплейсах? Впрочем, даже если вы зашли посмотреть ролик просто из интереса, не переключайтесь. Особенно если хотите узнать, какие наушники не только звучат хорошо, но и не разорят карту. В этом рейтинге вы найдете наушники с глубоким басом, четкой передачей шагов и удобной посадкой для потных каток. Разберемся в характеристиках, сравним модели между собой, примерно поймем, как они звучат и что вообще можно купить в разных бюджетах от 5 до 20 тысяч рублей. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну а теперь приступим! Итак, на пятом месте топа A4Tech Bloody MR710. Изначально радует возможности подключения. Тут вам и Bluetooth 5.3, и радиоканал по свистку, и по старинке провод с мини-джек на конце. По времени автономной работы вот такой расклад. На одном заряде MR710 работают около 37 часов с подсветкой и 65 часов без подсветки. Вполне прилично, как для бюджетной пары. Только учитывайте, что со временем этот показатель будет таять. Батарея, к сожалению, деградирует. Через 2 года активного использования можно рассчитывать на потери в 30, а то и 50%, что, конечно, не катастрофа, но и не подарок. Звучание у них, прямо скажем, среднего уровня. Излучатели диаметром 50 мм дают приличные басы, которые заставляют сердце биться в такт с игрой. Но если вы аудиофил, лучше сразу вооружиться эквалайзером. В общем, звук сбалансированный, но не идеальный. Позиционирование не звезда вечеринки. Шаги врагов перемешиваются с грохотом гранат. И без доп. Настроек вы рискуете чуть ли не быть зарезанным в спину. Еще одно слабое место – шумоизоляция. Если за окном концерт кузнечиков или рядом с вами работает телевизор, вы их, увы, услышите. Что касается микрофона, он неплохой. Выдвижной, с минимальным шумоподавлением, легко отключается с индикатором. Но все-таки его точности не хватает для профессионального стриминга. Хотя в Дискорде тиммейты не будут жаловаться на понятность ваших слов. По удобству наушники хороши. Весят 335 грамм, амбушюры мягкие, но не слишком большие. Поэтому для обладателей крупных голов они могут оказаться тесноватыми. Материалы всего этого, само собой, бюджетный пластик, так что их лучше особо не ронять. На четвертом месте самые бюджетные наушники из всего рейтинга – Razer Opus X. Их я бы предложил любителям мобильного гейминга и тем, кто помимо игр хочет использовать наушники в повседневной жизни. Есть только один вариант подключения – по Bluetooth 5.0. И к телефону удобно подключить, и к ноутбуку, и к ПК без проблем. Да, технология старовата, но для наших нужд ее достаточно, чтобы играть со стабильным коннектом без задержек, кряков и отвалов. Из интересного тут Razer добавили активное шумоподавление ANC. Работает неплохо в 3 режимах. Лишний шум дома и даже на улице поглощает. Конечно, в пределах нормы. Пылесос впритык никак не получится полностью заглушить, как и шумное метро. Хотелось бы выделить автономность. Вообще производитель обещает около 40 часов работы на одном заряде при выключенном ANC и 30 часов при включенном. Но на тестах они показывали чуть ли не в 2 раза больше, поэтому часов так на 50 можете рассчитывать. Звучание Razer Opus X можно описать как комфортное и сбалансированное, но без лишних изысков. Нет той самой вау-детализации, которой мог бы похвастаться аудиофил. Любителям по-настоящему глубокого баса не хватит раскачивания, зато середина идет с легким акцентом на нижние частоты, словно добавляет звуку объема. Да и верхние частоты здесь как на вечеринке с приятной музыкой, хорошо слышны, но не режут слух. По удобству наушники достаточно комфортные, вес 280 грамм, мягкие, не слишком большие амбушюры плюс регулируемое оголовье с металлической пластиной внутри. Кожзам и пластик само собой бюджетненькие, но свои пару лет точно отслужат. Третью строчку заняли Logitech G733 Lightspeed. Наушники среднего класса для ПК-гейминга и консолей PlayStation. Тут решили отказаться от подключения по Bluetooth, оставив только радиоканал с донглом. Впрочем, страшного в этом ничего нет, коннект стабильный, без отвалов и задержек. Из сразу заметных преимуществ относительно прошлых бюджетных наушников – качество сборки и материалов. Взяв эти наушники в руки, ощущается полная уверенность, что их можно уронить или резко сдернуть с головы не один раз.
Конечно, к рекомендациям это не отнесу, но тут действительно пластик прям чувствуется, что крепче, надежнее, да и кожзам посерьезнее. Все это собрано без люфтов и скрипов. На голове такая конструкция вполне удобно сидит. Есть базовая регулировка, не самая гибкая, но чтобы подогнать наушники под большинство голов, хватает. Разве что для детских великоваты будут. Над звучанием, само собой, тоже поработали. Наушники выдают точные низкие и средние частоты по всему диапазону, из-за чего вокал, ведущие инструменты, выстрелы и диалоги звучат четко и насыщенно. С позиционированием соперника тоже все в норме, шаги определяются. Так что вы точно будете иметь преимущество над теми, кто играет в наушниках побюджетнее. Конечно, в этих Logitech не очень хорошо слушать музыку. Все-таки чувствуется недоработка, да и шумоизоляция не очень. Но во время игры в атмосферу погружаешься полностью, так что с хоррорами будьте поаккуратнее. Не похвалю разве что автономность. Эти наушники без подсветки работают порядка 29 часов, с подсветкой 20 часов. Не то чтобы критично, но есть варианты и долгожительнее. Второе место занимает HyperX Cloud Alpha Wireless. Уточню, наушники из дорогого сегмента. По сути, для тех, кто уже прошел бюджетный уровень и средний класс и теперь нацелен попробовать топовые уши с заявкой в киберспорт. Само собой, тут и стоимость не 10 тысяч рублей. Для любителей позалипать вечером после работы в танке, возможно, не самая рациональная покупка. Однако из фишек Cloud Alpha – автономность. Наушники подключаются по свистку через Wi-Fi, стабильно держат коннект, все дела. Но тут весь сок в том, что HyperX обещают до 300 часов работы на одном заряде. Это вам не 20 часов, которые заявляют Logitech для своих G733. И даже если учитывать небольшое преувеличение, наушники все равно получились рекордсменами в плане долгожительности. Поэтому, если вам не хочется следить за уровнем заряда батареи, то вот он максимум. Что касается звука, тут, естественно, все на уровне. Перечислять характеристики, конечно, дело неблагодарное, цифры не передадут ощущения. Но для любителей, уточняю, сопротивление в 2 раза выше, чем у тех же Logitech, а частотный диапазон растянулся от 15 Гц до 21 кГц. В реальности это означает широкую звуковую сцену, к которой плюсуется активный шумодав. Все вместе буквально погружает в игру, создавая объемные звуки. Поэтому не удивляйтесь, если послышится стук в вашу входную дверь и окажется, что за ней никого. Прям как в том видео, если вы понимаете, о чем я. Еще эти наушники вполне подойдут и для прослушивания музыки, звучит впечатляюще. Только звукоизоляция тоже не самая лучшая, на высокой громкости вашу музыку будет слышно окружающим. Первое место занимает Logitech G Pro X Wireless Lightspeed. Между ними и прошлыми HyperX нет тотальной разницы, собственно, как и в ценнике. Но если вы уже работали с профессиональными наушниками, настраивали их, играли со звуком и точно знаете, как и что звучит идеально именно для вас, то лучше остановиться на этих Logitech. Да, по времени автономной работы они заметно уступают Cloud Alpha, выдавая всего 20 часов на одном заряде против впечатляющих 300. Но если вам важнее качество звучания, welcome to Logitech. Подключается также только по радиоканалу и к ПК, и к приставкам. Бас здесь плотный, но без излишнего грохота, будто вы положили голову на сабвуфер. Наушники обладают дополнительным диапазоном низких частот, которые заценят любителей взрывов и остросюжетных видеоигр. Средние частоты приятно выделяются, давая возможность услышать каждую деталь, будь то звук шагов в шутере или тонкости саундтрека в RPG-жанре. Верхние частоты звучат чисто и четко, без свиста и неприятной резкости. В общем, здесь все сбалансировано так, что хочется наслаждаться каждым звуком и шорохом. О комфорте лишнего говорить не приходится. Наушники сделаны из качественных материалов, долго служат, не трескаются от простого снятия их с головы. Ломать их – это примерно как пытаться согнуть ложку силой мысли. Да и на голове удобно сидят, словно кто-то осторожно положил котенка на голову. Все регулировки на месте, в комплекте еще идут дополнительные тканевые амбушюры, так что для большинства не будет проблем с настройкой. Вот так и получается, что эти наушники занимают первое место в категории беспроводных, с отличным звучанием, люксовым качеством сборки, приемлемой автономностью и, главное, без проводов. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.